Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня очень интересный вопрос, такой основательный, и я его сначала хочу зачитать, и он касается вот помидоров, о которых мы будем говорить. Ну вот Татьяна, наша зрительница, написала, что пересмотрела все ваши видео по выращиванию и уходу томатов. У меня тоже хороший урожай томатов, но каждый год одна проблема. У вас вот на томатах кисти висят прямо у земли, а у меня же первая цветочная кисть образуется от земли примерно 40 сантиметров. В прошлом году при выращивании рассады срезала верхушку растения, укореняла ее и сажала. Так плодовые кисти были ниже. В этом году не получилось так сделать, поэтому томаты полупустые. А как вы добиваетесь того, что плодовые кисти начинают завязываться почти у земли? Сажаете томаты в грунт кольцом или есть еще какой-то способ, который я не знаю? Татьяна, буду отвечать на ваш вопрос. Очень интересный вопрос. Вот смотрите, что я делаю перед тем, как выбирать сорт. Очень важный момент. Вот томат Белфорт. Когда вы покупаете семена, не просто там кто-то что-то сказал, я очень много сортов перепробовала. Я всегда читаю характеристику. Вот написано томат Белфорт, как удобно, чтобы снять и показать. Это среднеспелый, урожайный кистевой гибрид. Куст такой-то, то-то, тут в закрытом грунте. Растению, вот этот момент очень важный, характерны короткие междуузлия. Первое соцветие образуется над 9-м листом, далее через каждые 2 листа. Ну, в первую очередь, конечно, я смотрю, когда выбираю устойчивость к болезням, это очень хорошие, важные моменты. И вот я еще 2 сорта, на них остановилась, гибриды Фэнда и Мэйшуай. И здесь то же самое образование идет кисти. Вот после 9-го листа, но у меня это получилось раньше. И как я этого добилась? Вот смотрите, главное, как выращиваете рассаду. Если вы просто-напросто маленькие такие горшочки, выращиваете рассаду, сдерживаете ее и оставляете горшочки маленькие. Кстати, посмотрите еще раз мои видео. Вы видите, там есть тема в последние 2 года. Перевалка, 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 перевалка. Вот это очень важно. Я создаю мощную корневую систему. У меня растение не вытягивается, не спешит вверх. Когда маленькое вот это место для корневой системы, получается, что в рассаде оно ищет, куда бы ему, что бы ему сделать. Тем более, что обычно наши огородники часто поливают, я тоже этим болела когда-то, и температура очень высокая. Я стараюсь редкие поливы, удерживаю, температура 17-19. И перевалка, вот перевалка до 2-литровой, вот мы вот сидим, это Белфорт, здесь была перевалка до 2-литрового горшочка. Начиналась с маленького 350 миллилитров. И вот смотрите, что получается. Вот мы посадили прямо у корня. Да, я высаживала, эти, кстати, из горшка прямо высаживала. Здесь у меня образовалась кисть на высоте 24 сантиметра. Вот она, видите, 24 сантиметра. А там написано вот в характеристике, что она должна чуть-чуть больше. Просто у меня получилась возможность, вот это в горшке было. Если же высаживать, допустим, помидоры, здесь был большой горшок, и 17 февраля я сеяла, если получается высокие томаты, нужно их лежа высаживать. И то же самое получится, что ваша кисть цветочная получается, да, чуть-чуть подтянется еще томат, но ваша цветочная кисть будет намного ниже, чем у обычных томатов. Снова же, это особенность этого гибрида. Особенность, видите, и далее завязывается через каждых 2 листа, вот мы считаем, да, вот 2 листа, вот тут 2 листа после этой первой, дальше 2 листа, вот снова, вот с этой стороны, покажи вот камеры, вот первый лист после кисти, второй лист, и вот вторая кисть, да, уже 3-я кисть. То же самое, 1-я, 2-я, и далее вот таким образом. Это важно, это особенность. Не просто покупать томаты, которые, ну, все покупают, и, кстати, и срок созревания, все очень важно. Я всегда выбираю то, что как можно меньше затрат должно быть, чтобы меньше болели, то есть устойчивость к заболеваниям. Все это изучаю, пробую, и затем вот таким образом
я высаживаю, и ни в коем случае я не срезаю. Вообще-то я даже с трудом представляю, что можно вот брать рассаду, срезать ее, и потом снова же столько времени, это же нужно высаживать, наверное, уже не в феврале, а в январе, для того, чтобы вот этого добиться. Важно, вот когда вы вот выращиваете, я вот снова же сюда положу вот листик, при выращивании рассады очень важно, чтобы растения все-таки все время работали на корни. Вот это очень важно. Как бы вы, даже если потом вот срезали верхушку и посадили, я сейчас вам еще покажу, когда укоренение у меня, я вот пасынки уже укоренила, покажу вам тоже высоту. Важно, чтобы и даже вот пасынки, если нужно, чтобы корневая система снова же не спешила, тут немножечко выросла, маленький горшочек, и потянулось растение. У него программа такая уже: спешить, лететь, и, естественно, такая вот ситуация получается, что очень высокие. У меня тоже, кстати, другие томаты были. Вот я уже остановилась на этих 3. В этом году мне еще подарили несколько семян 2 гибридов. Ну вот посмотрим, как они будут работать. Но я все равно их тоже вот таким образом. У меня вся рассада одинаково. Я в первую очередь выращиваю в рассаде корневую систему. Будет мощная корневая система, тогда и устойчивость. Кстати, эти гибриды, они устойчивые, их выращивают в теплицах. Можно и в открытом грунте, но в теплицах они очень хорошо себя чувствуют в том плане, что даже резкие перепады, ранняя посадка. Конечно же, если холодная почва, то корневой системе очень сложно. Мы, кстати, в этом году, в чем была сложность? В том, что мы просто-напросто даже первую кисть, я не сильно на нее тратила время, и даже я их только просила выдержать вот этот майский холод, июньские холода, когда температура ночью была довольно-таки низкой. Мы укутывали их буквально в этой теплице, закрывали, прятали от холода. И первая кисть я даже не ставила цель такую, что, видите, они маленькие, я их не заливала. Если бы сильно поливала, они бы снова же корневые гнили. Хотя и устойчивость, но все равно холодно было. И поэтому я первую кисть, вот видите, даже ее сейчас срежу, потому что этот маленький томат, он не будет уже расти и будет только оттягивать силы и энергии. И главное, вот смотрите, уже когда тепло пошло, вот она, вторая, вот здесь вторая кисть видно хорошо, да? Вторая кисть, первую мы сейчас срежем. Ну так мы ели там уже на первой кисти. Ну ели, но все равно здесь по характеристике должно быть 5-7 плодов. Ну вот было, вот видите, мы сорвали уже 3, это 4. И я, конечно, выбираю характеристики, чтобы этот вкусный был помидор. Ну и правильно агротехника должна быть, технология обязательно должна быть выдержана в подкормочках. Но вот самое сложное было в этом году удержать их здесь живыми, в этой теплице, при таких условиях неотапливаемой теплице. Вот смотрите, вот уже тепло, видите, тепло. Вторая, третья уже кисть пошло тепло и пошло вяжут эти помидоры. Ну вот это у меня 17 февраля посеяны. Те, конечно, чуть позже пойдут. Я их позже сеяла и 4 марта, и 17 марта. Разные сроки для того, чтобы посмотреть, как дальше, что будет. Какие выбирать сроки, потому что будут снова же эти периоды вот, холода, они будут длинные. И тоже будет холодная почва. Но такая эпоха, понимаете? И нужно быть уже готовым к тому, что вот такие условия будут. Вот я думаю, я вам ответила на ваши вопросы по поводу того, что не надо никаких особых срезов, посадки никаких особых. Ну, посмотрите, у меня есть посадка, уже была, вот эти, раньше мы посередине, а там крайние вот ряды, смотрите, там тоже самая ситуация. Вот там тоже снизу прямо начинается, но там я их ложила, потому что они у меня вытянулись. Даже в горшочках я их, горшочек литровые, объем 1 литр высаживала и удерживала. То же самое, первая кисть, я не давала ей нагрузку, не поливала, потому что нужно было сохранить растения живыми и здоровыми.
И мы этого добились. Ну а дальше вот уже идет, вяжут помидоры сейчас, уже тепло, даже жарко, уже надо будет сверху сетку набрасывать на теплицу, для того, чтобы уже вот эти помидоры нормально набирались питательных веществ, питались хорошо и нас радовали вот этими вкусными томатами. Хочу сказать, что многие там мне написали, что Белфорд это твердый и невкусный томат. Если вы будете выращивать их просто так, не вкладывая в них душу и ни в коем случае не выполняя агротехнику, а агротехника это требование в каждый период определенные питательные вещества. В данном случае обязательно для того, чтобы вкусные, сладкие были помидоры, нужно обязательно, ой, сейчас я попробую раскрыть. Нужно обязательно, смотрите, они рассыпчатые и сладкие. Вот это томаты моего детства, волгоградские. Ну что, вкусные помидорки? Я обожаю, когда эти помидоры ем, я вспоминаю все время вот эти волгоградские у родителей. Мы собирали в поле эти томаты. И запах, и вкус, и рассыпчатость очень вкусные. Ну что, я думаю, мы ответили на ваши вопросы. Идем отведывать наши помидорки. Ну а мы, Раиса Греченко, Александр Волик, постарались рассказать, поделиться нашим опытом. И надеемся, что эти подсказки будут приняты, поняты и изучены, и уже на следующий год у вас будут совсем другие условия и другие результаты. Желаем урожайных грядок и хорошего урожая томатов и других овощей. Я присоединяюсь. Да. И удачи вам. Пока-пока.